Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой очень красивый узор, который сочетает в себе объем и невесомость, своего рода такую воздушность. Хочу немножечко его покрутить, потому что камера передает более плоское изображение, нежели на самом деле является этот узор. Благодаря чередованию вот этих ажурных элементов и полупатентной резинки он смотрится эффектно и необычно, оставаясь при этом легким, аккуратным и нейтральным. Такой узор прекрасно подойдет для изделий на холодный сезон, будь то свитер, кардиган, даже можно связать таким узором пальто или шарф. Он создает впечатление воздушного такого объема, а в изделиях выглядит особенно элегантно и современно. Для вязания такого узора подойдет как тонкая пряжа, так и пряжа средней толщины. По цветовой гамме это может быть абсолютно любой цвет, который вам нравится. Также можно использовать меланжевые пряжи, пушистую пряжу. То есть выбор здесь большой, и волю фантазии можно дать. К спицам узор не привередлив, но слишком в рыхлом исполнении он будет теряться и смотреться не совсем аккуратно. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же вы вяжете от горловины, он будет выглядеть практически точно так же. Единственное отличие – это направление петель будет изменено, но в общем в изделии это видно не будет. Изнаночная сторона его выглядит вот таким образом, тоже по-своему интересная, привлекательная, и можно даже, если немножечко подкорректировать, сделать изнаночную сторону лицевой или же связать двухстороннее изделие. В исполнении сам узор очень простой, я думаю, здесь справится даже начинающий мастер. Все нюансы я покажу и расскажу по ходу видео. Давайте начнем. Раппорт данного узора составляет 20 петель в ширину и 18 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт этого узора, поэтому я набрала 25 петель. 20 это петли самого узора, 3 петли симметрии в конце ряда и 2 кромочные петли. Петли я набирала самым обычным способом, а теперь вместе с вами я провяжу установочный ряд. Итак, кромочную я переснимаю и начинаю вязать сам раппорт узора. 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. 7 петель резинки 1 на 1, начиная с лицевой. 1 лицевая, 1 изнаночная. Далее 3-я это лицевая петля. 4-я изнаночная, 5-я лицевая, 6-я изнаночная и заканчиваю лицевой петлей. Далее 3 изнаночные, 2, 3 и вновь 7 петель резинки 1 на 1, также начиная с лицевой. 1 лицевая, 1 изнаночная, 3-я лицевая, 4-я изнаночная петля. 5-я лицевая, ниточка потерялась, 5-я лицевая, 6-я изнаночная, 7-я лицевая петля и 3 петли симметрии, здесь это изнаночные петли. Ряд заканчиваю провязыванием кромочной петли. А теперь начнем формировать сам узор. Первый ряд, кромочную я переснимаю, провязываю 3 лицевые и 7 петель полупатентной резинки.
1 изнаночная, лицевую петлю я провязываю не с той петли, которая на спице, а на ряд ниже. Вот здесь она находится, надеюсь, хорошо видно. Вот так я ее провязываю и сбрасываю эту петлю. Далее 1 изнаночная и вновь полупатентная петля. Я опускаюсь на один ряд ниже и провязываю лицевую, после чего я эту петлю сбрасываю со спицы. 1 изнаночная, 1 лицевая на ряд ниже, 1 изнаночная, 3 лицевые петли и вновь резинка, 1 изнаночная, лицевая на ряд ниже, 1 изнаночная, лицевая на ряд ниже, 1 изнаночная, 3 лицевая на ряд ниже, 1 изнаночная, я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю 3 лицевыми, это петли симметрии. Второй ряд в этом узоре будет практически всегда, за исключением вот этого ажурного элемента, провязываться по рисунку. Я его провяжу вместе с вами, чтобы показать, как это делается. Итак, 3 изнаночные, лицевую я провязываю обычной лицевой, изнаночную обычной изнаночной петлей. И так провязываю 7 петель резинки. 6, 7. Далее 3 изнаночные, это разделительные петли. И 7 петель резинки 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, обычные лицевые и обычные изнаночные петли по изнаночной стороне провязываются. Если вы вяжете по кругу, также провязываются обычными петлями. И 3 изнаночные, это петли симметрии. Кромочной заканчиваю вязание ряда. Третий ряд я еще провяжу вместе с вами, чтобы еще раз показать, как выполняется эта резинка. Далее можно вязать по схеме, а я вернусь к вам, когда буду выполнять ажурный элемент. Итак, давайте еще раз провяжем третий ряд вместе. Кромочная петля, 3 лицевые, 1, 2, 3, 1 изнаночная, лицевую провязываю, спускаюсь на один ряд ниже, вот таким вот образом, и спускаю эту петлю. 1 изнаночная, лицевая на ряд ниже провязывается. И таким образом я провязываю 7 петель резинки. Дохожу до разделительных лицевых петель, их провязываю обычными лицевыми и вновь полупатентная резинка. Думаю, здесь уже хорошо было все видно. Вот, провязала я резинку и ряд заканчиваю 3 лицевыми. Это петли симметрии, они в раппорт узора не входят. И кромочная петля. Следующий 4 ряд я провяжу за кадром. Вы еще раз повторяете эту же резинку, провязывать эти 2 ряда, 5 и 6. А далее вместе с вами провяжем ажурный элемент. Итак, я провязала 6 рядов этого узора, они повторяющиеся, первый и второй ряд. Трижды повторила, итого 6 рядов. Далее я начинаю формировать вот этот ажурный элемент. 7 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 2 лицевые. Далее 4 раза провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я меняю расположение изнаночной петли, чтобы петли у меня были открыты, вторая дужка смотрела на меня и не получались они скрещенными. И провязываю вот таким образом одной лицевой. Один раз, второй раз выполняю такое же убавление, третий и четвертый раз. Также меняю петли и провязываю одной лицевой. Далее 3 лицевые петли. И вторую дорожку я продолжаю провязывать полупатентной резинкой. То есть этот узор будет чередоваться в шахматном порядке, ажурная часть сама.
Итак, 1 изнаночная, лицевая на 1 ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая петля на 1 ряд ниже, изнаночная. Я закончила вязать раппорт узора, провязываю 3 лицевые петли симметрии и кромочную. Далее 8 ряд, кромочная, 3 лицевые петли. И у меня по изнаночной стороне сначала идет дорожка, где я провязывала резинкой, а вторая дорожка там, где я делала убавление. Поэтому первую дорожку я провязываю 7 петель резинкой 1 на 1, 6 и 7. 3 изнаночные разделительные петли. Далее делаю накид. Изнаночную провязываю изнаночной, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная петля. Итого я сделала 4 накида. Накиды делала от себя, так как по лицевой стороне они будут провязываться изнаночными петлями. Далее 2 изнаночные петли и кромочная. 9 ряд. Здесь я буду формировать продолжение провязывания резинки полупатентной. Итак, кромочную переснимаю, 3 лицевые петли, накид провязываю изнаночной открытой петлей, лицевую лицевой, накид изнаночной, лицевую лицевой, изнаночная лицевая, изнаночная петля, 3 лицевые разделительные петли и полупатентная резинка. 1 изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, 1 изнаночная, лицевая на ряд ниже и 1 изнаночная петля. Я закончила вязать раппорт узора, провязываю 3 лицевые петли симметрии и кромочную. Далее в изнаночном ряду я буду все петли провязывать, как и во всех остальных рядах, за исключением ажурного элемента, по рисунку, то есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. 11 ряд. В предыдущем лицевом ряду я сформировала, задала петли, как они будут провязываться, и далее я провязываю опять все полупатентной резинкой. Кромочная, 3 лицевые петли, изнаночную изнаночной, лицевую на ряд ниже, изнаночная, лицевая, я буду натягивать, чтобы лучше было видно вам, на ряд ниже лицевую провязываю, 1 изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, 3 лицевые петли. И здесь также эту дорожку также формирую полупатентной резинкой. И вот таким образом, чередуя каждые 6 рядов, я буду провязывать ажурный элемент, то первую дорожку, то вторую. Таким образом получается своего рода шахматный узор. Дальше все вяжется аналогично. И запоминать здесь узор, по сути говоря, не нужно, потому что здесь один ряд, который вы провязываете все время, за исключением ажурного элемента, который выполняется тоже очень легко. Надеюсь, такой узор придется вам по душе, вы что-нибудь обязательно с ним свяжете, красивое, теплое и уютное. Всем хорошего дня и до встречи на канале!